мы завидуем арестантам. Вот один пример относительности страданий. Иногда работая, мы видели проходивших мимо арестантов, заключенных обычной тюрьмы, и мы им завидовали. Завидовали их относительно упорядоченному, относительно защищенному существованию. Им-то наверняка обеспечена хоть какая-то гигиена. У них есть банные дни, думали мы с тоской. У них, наверное, были зубные щетки, а может даже одежда. У них были нары, у каждого свои. И они могли каждый месяц получать письма. Они знали, что с их близкими. По крайней мере, живы ли они. А мы уже давно были лишены всего этого. А как мы завидовали тем из нас, кому выпадала большая удача работать на какой-нибудь фабрике в закрытом помещении. И как каждый надеялся тоже когда-нибудь получить такой спасительный шанс. Есть и еще более тонкие градации относительности счастья. Ведь и работавшие на открытом воздухе были не в равных условиях. Кому-то приходилось хуже других. Например, тем, кто, стоя в скользкой глинистой грязи на крутом откосе, по 12 часов разгружал вагонетки. В этой команде ежедневно бывали несчастные случаи и часто со смертельным исходом. Другие команды, не попасть в которые уже было счастье, были известны прочной традицией битья заключенных или особой жестокостью надзирателей. Однажды я угодил в такую команду, где надзиратель решил специально заняться мной. И если бы не воздушная тревога, заставившая прервать работы, и последовавшее за ней новое перераспределение заключенных по работам, я наверняка вернулся бы в лагерь на тех санках, на которых утаскивали умирающих и мертвых. Каким вообще облегчением было в подобной ситуации услышать сирену воздушной тревоги? Этого, наверное, не может себе представить даже боксер, которого удар гонга в последнюю секунду избавил от нокаута. Счастье — это когда худшее обошло стороной. Мы были благодарны судьбе уже за малейшее облегчение, за то, что какая-то новая неприятность могла случиться, но не случилась. Мы радовались, например, если вечером перед сном ничто не помешало нам заняться уничтожением вшей. Конечно, само по себе это не такое уж удовольствие, тем более что раздеваться до нога приходилось в нетопленном бараке, где с потолка внутри помещения свисали сосульки. Но мы считали, что нам повезло, если в этот момент не начиналась воздушная тревога и не вводилось полное затемнение, из-за чего это прерванное занятие отнимало у нас полночи. Конечно, все это жалкие радости, это своего рода негативное счастье. По Шопенгауэру отсутствие несчастья, да и то, как уже говорилось, сугубо относительное. Позитивные, истинные радости, даже незначительные, выпадали на нашу долю исключительно редко. Однажды я свел некий баланс своих отрицательных и положительных переживаний, и получилось, что в течение многих недель я лишь дважды пережил мгновение истинной радости. Так, вернувшись однажды после работы в лагерь, я, вытерпев долгое ожидание, был впущен в кухонный барак и попал в очередь к повару Ф, тоже заключенному. Он стоял у большого котла, черпал половником суп и выливал его в миски, торопливо подставляемые проходящими мимо заключенными. И я был очень обрадован, увидев, что наливает он, не глядя на обладателя миски. Единственный из поваров, он распределял эту скудную еду, поистине невзирая на лица.
не отделяя своих личных друзей или земляков более щедро, так, чтобы им досталась пара картофелин, а другим пустая вода. Но я не намерен осуждать тех, кто старался помочь людям из своего ближайшего окружения. Кто бросит камень в человека, оказывающего предпочтение своим друзьям в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти? Пусть желающий это сделать прежде со всем пристрастием спросит себя, как бы он поступил на их месте. Но вернемся к относительности. Много времени спустя, уже после освобождения, кто-то показал мне фотографию в иллюстрированной газете. Группа заключенных концлагеря, лежащих на своих многоэтажных нарах и тупо глядящих на того, кто их фотографировал. «Разве это не ужасно? Эти лица, все это?» — спросили меня. А я не ужаснулся, потому что в тот момент предо мной предстала такая картина. 5 часов утра. На дворе еще темная ночь. Я лежу на голых досках в землянке, где еще почти 70 товарищей находятся на облегченном режиме. Мы отмечены как больные и можем не выходить на работы, не стоять в строю на плацу. Мы лежим, тесно прижавшись друг к другу, не только из-за тесноты, но и для того, чтобы сохранить крохи тепла. Мы настолько устали, что без необходимости не хочется шевельнуть ни рукой, ни ногой. Весь день, вот так лежа, мы будем ждать своих урезанных порций хлеба и водянистого супа. И как мы все-таки довольны, как счастливы. Вот снаружи, с того конца плаца, откуда должна возвращаться ночная смена, слышны свистки и резкие окрики. Дверь распахивается, в землянку врывается снежный вихрь, и в нем возникает засыпанная снегом фигура. Наш измученный, еле держащийся на ногах товарищ пытается сесть на краешек нар. Но старший по блоку выталкивает его обратно, потому что в эту землянку строго запрещено входить тем, кто не на облегченном режиме. Как жаль мне этого товарища. И как я все-таки рад не быть в его шкуре, а оставаться в облегченном бараке. И какое это спасение — получить в амбулатории лагерного лазарета облегчение на 2, а потом вдобавок еще на 2 дня.